Здравствуйте. Как вам кажется, подходят сюда вот эти вот бусы? Знаете, я всю жизнь смеялась над своими тетками, которые страшно любили бусы и маниста. Мне кажется, до миллиона этих бус, маниста было у каждой. А теперь, на склоне лет, ловлю себя вот на том, что нет-нет, да и да. Прикуплю какие-нибудь бусики все время. Но, естественно, только для съемки. В своей обычной жизни я этого не ношу. С вами снова рубрика «Вопросы и ответы». Вот так вот мы зачастили. С чего начнем? У нас есть царь-комментарий. Арткот судьбы пишет: странно слышать советы от женщины, которая никогда не была в отношениях. И вот этот комментарий такой содержательный, так о многом меня заставил задуматься, что я решила эту тему сделать главной в моей вот этой вот программе. Ну, во-первых, арткод судьбы. У меня замечание к вам. С таким громким названием на канале должно быть хоть одно какое-нибудь видео. А то люди заинтересуются: арткод судьбы. То есть кажется, что там что-то такое должно быть интересное. А у вас совершенно пустой канал. Опубликуйте, пожалуйста, хоть что-нибудь, чтобы мы про вас немножко что-то узнали. Второе замечание здесь для арткода судьбы и для всех, кого эта тема продолжает волновать. Я была в отношениях. Терпеть не могу это слово, тем не менее, я была в отношениях, я имею достаточно длительный брак, я имею детей и пару-тройку занимательнейших любовных романтических историй, каждая из которых это такой завершенный, интересный драматический сюжет, который может быть положен в основу, если не повести, то небольшого, да, где-то детективного, где-то комедийного рассказа. Я не называю свой канал «Мемуары гейши», правда? То есть я здесь ни в коем случае не пытаюсь делиться собственным личным опытом. Но, друзья мои, я гадаю на картах. Гадаю людям давно и много. Посмотрите, у меня даже кисти деформировались своеобразно под колоду карт. И весь мой опыт, вся моя статистика, все вот эти выводы, все эти какие-то советы, это все из жизней, из ваших жизней, из тех историй человеческих, романтических, деловых, драматических или смешных, которые проходят через мои глаза и руки. Я обобщаю, анализирую опыт других людей. Ни в коем случае не хотела бы все это, понимаете, переживать сама. У меня нет такой задачи, я значительно слабее и скромнее в этой жизни. Так вот, но, тем не менее, арткод судьбы подсказал мне очень интересную тему для разговора с вами. И эта тема такая: жить чужим умом. Потому что вот смотрите, что получается. Если мы продолжим логическую линейку, если мы продолжим, да, логический ряд, вот после этого предложения странно слышать советы от женщины, во-первых, с чего взяли, что я женщина, меня голой-то не видели, которая никогда не была в отношениях. Вот представьте, ну, скажем, Елена Малышева рассказывает в эфире ТВ какого-то о лечении геморроя, а вы ей тут же пишете комментарий, быстренько вставляете: странно слышать советы от женщины, у которой самой геморроя-то никогда не было. Так, вы думаете, это работает? Или та же самая Малышева рассказывает про обрезание, например, да? И мужчины ей строчат комментарии: странно слышать советы про обрезание от человека, у которого отродясь не было и не будет крайней плоти. Вот так вот, да, вы должны написать. Или что еще из свеженького? Вот сейчас, например, смотрела только вчера, известный экономист Сергей Гуриев
рассуждает о будущем российской пенсионной системы. И мы ему сейчас напишем комментарий, да, что ты можешь знать об этом? Ты же сам никогда не был и не будешь российским пенсионером. Понимаете, да? А вот это вот все одна логическая цепочка, это логический ряд. Я была в отношениях, я была в браке, у меня, допустим, отработанная эта история, правда, очень давно. Но речь не об этом. Я лично могла бы без всего этого легко обойтись. И я точно так же легко и не имея никакого личного опыта, с удовольствием бы вам рассказывал вот то же самое, что рассказываю сейчас. Потому что я вижу опыт других людей, я этим занимаюсь. Я 100 раз в день задаю картам вопросы от разных людей, любят, не любят, будет, не будет, понимаете, да? То есть хочу я этого или нет, но это уже профессиональные издержки, профессиональные деформации, я много просто про это знаю, поэтому я с вами делюсь. И то же самое касается любого другого человека, который вот здесь дистанционно на Ютубе, например, или из экрана телевизора, или это близкий человек, ваш друг, ваша соседка, дают вам советы, делятся каким-то опытом, чему-то учат и что-то рассказывают. Друзья мои, мы очень легко отрицаем авторитеты. Я думаю, что это наша беда, из-за этого мы плохо живем. Плохо живем. Знаете, я сама страдаю этим. Ну, у меня и гороскоп такой тяжелейший, такой, знаете, смешанный, но я в силу рождения должна быть очень своенравной и упрямой, и так оно и есть. Вот. И мы так легко говорим, что нам странно слышать советы, нам вот странно от этого слышать советы, нам вот странно от этого. А на самом деле, если мы будем внимательными, то мы намного легче проживем в своей жизни. Почему? Потому что будем учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Да? Есть же такое выражение, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. И получается, что мы в этой жизни, на жизненном пути, мы все с вами дураки, прям законченные дураки. Мы все наступаем, нам надо на собственные грабли наступить, собственных шишек набить, чтобы что-то, хоть чуть-чуть понять. А тем не менее, ведь впускать чужой опыт прямой, если это конкретный человек перед вами, либо опосредованный, это опыт героев книг или героев кинофильмов, это ведь очень-очень хорошо, правда же? Вот, это очень полезно, а отрицать сходу не надо. Я часто слышу такие, например, комментарии, вы тоже, наверное, с этим сталкивались, советы по воспитанию детей от людей, у которых нет детей. Да? И их все прям клеймят и проклинают. Говорят, что ты можешь знать, если у тебя нет детей? А я считаю, что нет. Я считаю, понимаете, советы нужны от людей, не тех, которые проживают свой собственный вот этот вот какой-то частный опыт, позитивный или негативный в заданной теме. Они как раз могут ничего не знать. Вот равно как советы про отношения, да, вот как арт-код судьбы, хочет, вероятно, слышать советы про отношения от женщины, которая сама непрерывно состоит в каких-то отношениях, длящихся, придуманных, запутанных, вялотекущих, драматичных, женщина обманутая, битая, обобранная, 100 раз брошенная, да, но вот у нее в результате вот такой вот разрастается опыт. А я вам скажу, что вот такая женщина, условно говоря, антигейша, да, опыта такого, чтобы поделиться советами, никакого не имеет. Понимаете? Вот она как раз ничего полезного вам не расскажет, потому что она сама бесконечно вляпывается пятачком в очередную бессмыслицу или в очередную грязь. Вот. Это я к тому, что советы, естественно, не нужно принимать бездумно, не глядя и от кого попало. Естественно, нужно фильтровать и слушать людей, которые вызывают у вас доверие. Это все, знаете, на ваш вкус, и эта интуиция должна подсказывать, кто стоит вашего доверия, кто не стоит вашего доверия. Если вы сейчас меня смотрите, значит, я все-таки вызываю у вас какое-то
доверие. А, кстати, вот о моем личном опыте, все-таки, раз мы этой темы коснулись, знаете, почему я не рассказываю? Мне иногда хочется, ну, знаете, как любому, да, мне хочется вам, как подружкам, что-то там о себе рассказать, но я этого не делаю, потому что мне кажется, что вот именно мой опыт в личной жизни слишком специфический, слишком такой очень направленный, да, и поэтому мои выводы мало кому могут пригодиться. Но если вы вдруг захотите послушать вот мои личные любовные истории, вообще я, конечно, мечтаю все это опубликовать в книге, и вот там будет уже истинная правда и будет про меня. Мне кажется, если не на 4-томник «Война и мир», да, то, по крайней мере, вот на, ну, вот такую примерно книжечку у меня наберется вот своих личных романтических историй, но это будет смешно и больно до слез, я думаю, читать многим. Опять же, время, чтобы это сесть и написать. Но да, о чем мы говорим? Жить чужим опытом, жить чужими знаниями, чужими советами. Как это важно. Вспомните, в прошлой программе или даже в 2 прошлых программах я вам рассказываю такую большую тему, базовую, важную, про позиции в отношениях. Я говорю, слабая позиция, сильная позиция. Я вам говорю, что делать в слабой позиции, от чего вот так вот воздержаться. Но это все я могу пересказывать 100 раз, тем более, что это не такие уж новые вещи, я говорю. Я, может быть, немножко систематизирую, обобщаю, а ведь на самом деле вот классики нам все давно рассказали. А давайте разбираться, как мы с вами не живем чужим опытом и ничего полезного для себя не вытаскиваем из жизни. Первое, что мы, наверное, вот это произведение точно все читали, потому что школьная программа без него, надеюсь, еще до сих пор не обходится. Евгений Онегин. Конечно, это роман о России, о русской жизни, роман философский, многие его считают пародией на любовный роман, да, что Пушкин так пошутил, что он так, ну, стебался над любовными романами популярными того времени. Это версия, потому что он взял какой-то уж очень такой лубочный классический сюжет, и я верю в это, потому что он, конечно, человек был весьма-весьма с чувством юмора. Вот, Евгений Онегин. Почему мы все в 9 или в каком там классе прочитали эту книжку и ничего из нее не запомнили? А какой главный вывод? Вот какой главный вывод из Евгения Онегина девочки, стремящиеся к эффективной личной жизни, должны вынести? Вот скажите мне, я прям подожду, вот скажите. Ну что вы думаете? Ой, что оттуда надо запомнить? Там много, ну, один главный. Итак, посмотрим, угадал кто-нибудь или нет. Напишите в комментариях. Самый главный вывод. Посмотрите, наш герой Евгений обратил внимание на влюбленную до безумия в него Татьяну, когда он сам ее полюбил. Сильно. Да? Когда? Правильно, когда она сильно разбогатела, она вышла замуж за генерала и стала блистать в свете. Когда она признавалась ему в любви, в чувствах, талантливо. Она ему оказалась совершенно не нужна. Ну и что, кто-нибудь сделал из этого вывод для себя в 9 классе на всю оставшуюся жизнь? Первый вывод. Сколько бы ты ни любила парня, как бы ты ему свою жизнь на блюдечке не подносила и свои чувства, тем более, как бы ты ему не признавалась, он тебя все равно не оценит и не заметит, пока ты провинциальная милая девушка, да, с каким-то приданным, перины и подушки. Нет, не оценит. А вот когда ты принципиально разбогатеешь, когда ты станешь блистательная, влиятельная, вот тут-то он и заметит свой интерес к себе и будет следовать за тобой по пятам, возможно, чем-то даже ради тебя пожертвовать. Ну что, мы запомнили? Мы запомнили разве эту истину? И сейчас часто девушки, после вопроса любит, не любит, вот этот на 2-м месте. Девушки спрашивают,
что мне делать, чтобы привлечь его внимание? Девушка находится в слабой позиции, там признает она ее или не признает, это другой вопрос, но спрашивает, очень мне нужен этот парень, скажите, спросите карты, или вы мне напишите, что мне делать, чтобы привлечь его внимание, что вот я на все готова, чтобы он только был моим. Пожалуйста, читайте классику, Евгений Онегин, 100 лет, да какой, 200 лет назад 200 лет назад написано. Что сделать? Разбогатеть. Вот и все. Попробуйте для начала разбогатеть. Если вам нравится какой-то, например, ваш коллега в офисе, то самое лучшее ваш выход для вас, это не как Олечка Рыжова письма ему писать, да, а просто постарайтесь построить карьеру в этой компании. Как только вы станете начальником отдела, его интерес возрастет к вам. А если вы дорастете до генерального директора компании, так он вообще будет полностью у ваших ног. Разве это не лайфхак? Разве это не вскрытие жизни? Простое, такая простая правда принесена. Почему мы это не запомнили? Мы вот Евгения Онегина, я до сих пор наизусть помню, но на меня не произвело впечатление. Если бы я тогда вот это все проанализировала, поняла, у меня, может, вообще по-другому жизнь сложилась. На самом деле нет, ну, предположим, да? Так, дальше, более близкие. Если вас не интересует такая далекая классика, если вы считаете, что это все себя изжило, события такие далекие, минувшие, 200-летней давности, то вот вам более близкий пример. Великий фильм знаменитый, мы его уже вспоминали, «Укрощение строптивой». Итальянское кино с Адриано Челентано и Орнеллой Мути в главной роли. О чем кино? Девушка молодая, очень красивая, очень богатая, влиятельная, влюбилась в случайно встреченного сельского героя, фермера. Он ужасно обаятельный, но она ему абсолютно не нужна, потому что он вообще не хочет отношений. Вообще, в принципе, он колет дрова, тем самым полностью сублимирует либидо свое, не планирует для себя не то что брака, но даже никакой девушки рядом. Ну, она что-то должна же делать, да, а она не привыкла сдаваться, такая своенравная красотка. Сначала она попробовала привычными методами, которыми она покоряла всех там светских мужчин в своем Риме, не знаю уж откуда она там была, Неаполе, вот. Обычными женскими манипуляциями, да, ну, враньем, грубо говоря. Он ее быстренько, герой Челентано, выводит на чистую воду и пытается даже выдворить из своего поместья. И тут эта девушка понимает, что такими методами, простыми, привычными, она ничего в данном случае не получит. И она полностью на 180 меняет свое поведение. Она начинает себя вести правильно, как девушка в слабой позиции, которая что? Задается целью в такой же слабой позиции вытянуть партнера, для того, чтобы они стали счастливой парой. Она ему подчиняется, она делает то, чего никогда в жизни не делала, и то, что да, в страшном сне ей не снилось, вот эти сельскохозяйственные работы, и вот это вообще грубая жизнь, физическая усталость и так далее. Ну, вот скажите, многие из вас готовы на такие жертвы, не торопитесь. Это вы на словах на все готовы. А на практике вы не готовы даже к каким-то, ну скажем, эмоциональным ограничениям. Вы все, как самые настоящие принцессы, ждете с первого дня поклонения какого-то, поклонения. То есть у вас у всех иллюзия грандиозности присутствует. И вы даже... Ну, не то, что на жертвы не способны, да, из слабой позиции, а, как бы это сказать, ну, не готовы даже чуть-чуть, вот на 5 сантиметров подвинуть свои интересы, ну, к себе же подвинуть, да, для того, чтобы дать место интересам партнера, чтобы у вас что-то с ним получилось. Поэтому вот этот фильм, если вы забыли «Укрощение строптивого», пересмотрите его. Там это так понятно, там как по нотам показано. А какой замечательный финал, да? У героя настоящая любовь образуется, он в ней публично признается, да?
Вот так надо. Пожалуйста, опять же, мы не живем чужим опытом, мы смотрим кино и читаем книжки непонятно зачем. Никаких выводов не сделали, посмотрели кино, посмеялись, все. Правда? Далее, тоже чужой опыт, вот такой вот литературный. Это знаменитая пьеса «Бесприданница». Мы тоже про нее говорили, но я пока вот, раз уж взялась за эти несколько шедевров, то я не успокоюсь, пока не выдавлю все из этого, да, из этих сюжетов, пока я не выдавлю. И пьеса называется «Бесприданница», написал ее знаменитый, понятно, наш драматург Александр Николаевич Островский. Понятно, что это конец XIX века, это очень-очень давно. Вы, если не читали пьесу, то вы смотрели по ее мотивам фильм «Жестокий романс», где прекрасная музыка, прекрасные актеры и вообще прекрасно все десертное кино. Так вот, почему мы не сделали выводы? Кстати, в «Бесприданницу», не знаю, в школе проходит или нет, но я не помню. Ну ладно, кино мы смотрели, я смотрела, была премьера, когда я училась как раз в школе, в старших классах, да, и я помню, как мы ходили с девочками, большим коллективом на премьеру в кинотеатр. Это было такое вот мероприятие. «Жестокий романс». О чем? Вот как минимум два важных урока, два важных вывода мы должны сделать. Из сюжета пьесы и, соответственно, из сюжета фильма. Первый вывод. Бесприданницей быть плохо. Без денег ваша жизнь точно будет очень плохой. В чем основная проблема Ларисы Агудаловой? Мы думали об этом. Она молода, красива, талантлива, поет, пляшет, всех привлекает. Один малюсенький у нее недостаток. У нее есть один недостаток у Ларисы. Это недостаток денег. Она бесприданница. Пьеса называется, кстати, Островский, посмотрите, подумайте вот об этом. Он всегда называл свои пьесы, там в названии всегда основная мысль, основная мораль, вот прям в названии заложена. И не надо думать потом, вот вы прочитали, о чем там. Все, название, вот, бесприданница. Вся драматургия сюжета, все герои, сюжетные линии, параллельные, хотя там даже вспомогательных сюжетных линий нету, да, все крутится вокруг того, что Лариса не имеет приданого, она бесприданница, поэтому на ней никто не хочет жениться. А матери Харите Игнатьевне ее надо выдать замуж, потому что ей самой нечем взрослую дочь кормить. Я, кстати, вот этого не понимаю, да, потому что, мне кажется, ну не идет дочь замуж, ну и ладно, пускай сидит дома, наоборот, головной боли меньше. Ну, тогда было другое время. Хотя и сейчас, я думаю, много есть родителей, которые выпихивают лишние рты, да, дочку лишний рот и замуж побыстрее столкнуть. И видали мы таких. Вот. И вот и все. Первый вывод, какой мы делаем? Если девушка бедна, у нее неизбежно будут трудности серьезные в личной жизни. И если она хочет удачного замужества. Потому что по-настоящему завидные женихи ее не позовут замуж. Им невыгодно. Так же, как Паратов, да? Помните, говорит, я ведь на Ларисе чуть было не женился. Вот бы людей насмешил. Понимаете? И вы сейчас спрашиваете, почему у меня нет личной жизни? Почему у меня нет личной жизни? Вот я учусь, у меня там образование, я работаю, я такая хорошая, стройная, спортивная, красивая, умная, веселая и так далее. Ну подумайте, а может вы просто бесприданница? Может просто у вас ничего нету, понимаете, за вами. Поэтому никто замуж не зовет, невыгодно, понимаете, невыгодно. Бесприданница. Вот. А кто вас может позвать замуж? Ну, только вот какой-то Карандашев. То есть обязательно это будет попахивать, отдавать мезальянсом. То есть вы будете, скорее, в сильной позиции. У вас есть шанс выходить замуж из сильной позиции, имея снисхождение, имея большие сомнения на тему вот этого соискателя, вашего будущего мужа. Почему мы не сделали в юности, когда смотрели это кино, вот этот вывод, да, и не кинулись? Ведь с чего надо начинать? Вот если ты хочешь иметь счастье в личной жизни. Начинать надо не с этого, понимаете, не с личной жизни. Чего же мы не кинулись? Хотя некоторые кинулись.
приданое себе зарабатывать, если от родителей, да, это все не досталось, вот ведь с чего надо начинать. А девочка с приданым, это, знаете ли, совсем другая история. Там есть свои тоже, но могут быть минусы, тоже могут быть свои вопросы, но все равно другая история. И второе, чему нас учит пьеса «Бесприданница», это то, что вам Ольга Филимонова вместе с Александром Островским в тандеме продвигает такую идею, да? Не соглашайтесь, девушки, на отношения из сильной позиции, потому что трагическая развязка в пьесе именно от этого, от того, что Лариса Дмитриевна согласилась выйти замуж за Карандашева, который не глупый, кстати, и не плохой человек, заметьте, но он ревнив, честолюбив. Собственно, он из честолюбия на ней женится, он не любит ее, понимаете? Но она ему нужна как элемент статуса, что он смог отхватить кого. Вот. Ну, мы все знаем, чем закончилось. Он в нее стреляет. А не будь Карандашева, посмотрите, вот подумайте, пофантазируйте. Вот все весь этот тот же сюжет, да. Я вижу судьбу Ларисы довольно радужной. Пусть она сейчас пока поехала с Кнуровым на выставку в Париж. Унизительно для нее, для того времени, с теми взглядами, пожалуй. Но, как сказал сам Кнуров, я готов предложить вам такое громадное содержание, что любые самые злые языки будут вынуждены заткнуться. Заткнуться – это мое слово, не Островское. Вот. Понимаете, я думаю, что со временем она вот эти вот деньги это, знаете, как я говорю, идеальный утюг. Деньги все сглаживают. Вот все неровности в жизни, вот все, это как деньги это утюг. Вот они все разглаживают, понимаете? И всему придают лоск и презентабельный вид. Любое, ну простите, жизненное даже дерьмо, если погладить этим утюгом, деньгами, это выглядит совершенно иначе. Совершенно иначе. Я сейчас примеры не привожу, кто понял, тот понял. Об этом тоже другой разговор. Вот. Ну что, мы посмотрели, когда это кино «Жестокий романс». Мы что, сделали вывод, что никогда не связывайтесь с Карандашевыми, как бы тяжело вам ни было. Никогда не ходите даже на первое свидание, уж тем более замуж не ходите на мужчину, который хуже вас, там, ментально. Это все здесь оценочно, здесь объективных категорий, я повторяю, никаких нету. Только ваши ощущения, как вы чувствуете. Если вы снисходите до мужчины, как бы делаете ему одолжение своим вниманием, все, это надо вот так прекращать. Это всегда путь в никуда к великим потерям и страданиям. Ну, вот бусы очень оригинальные, посмотрите, какие. Они получаются вот такие вот негладкие, перламутровые. И шо? Ну, все-таки я повешу, давайте, Саша, позволи. Так вот, это все о проживании чужого опыта. А вот вы мне напишите. Очень нужна мне обратная связь, вы понимаете, да? А вот вы напишите, какую книжку или какое кино вы бы хотели здесь обсудить и предложить в качестве вот тоже какой-то пошаговой истории, какой-то пошаговой инструкции, руководства к действию или не действию. Потому что отрицательные примеры есть, да, у нас та же самая Оля Рыжова в «Служебном романе». Вот я это кино вышло на экран, когда я была прям ребенком. И я помню, что я ребенком смотрела этот фильм, и про Олю уже тогда понимала, что вот эта тетка делает что-то вообще не то. Понимаете, да, вообще не то. Вот отрицательный пример. А почему его никто не запомнил? Почему его никто не запомнил про Олю Рыжову? Почему я через день читаю от вас письма, где вы описываете, как вы из слабой позиции, когда ничто не предвещало, на ровном месте объясняетесь вот такими портянками вашему объекту в любви? Почему вы не запомнили, что это плохой ход, что это неэффективно? Ну вот и все, что я вам на сегодня хотела рассказать. Жду от вас вот этих вот рассказов про ваши любимые книги и фильмы. И давайте сделаем. Психологи говорят, некоторые,
что самые эффективные практики, почему сейчас популярно такое явление, как марафоны? Потому что марафон всегда ограничен каким-то временем, и так человеку легче свыкнуться. Вот, например, смотрите, если вы даете себе слово бегать по утрам, но до конца жизни вы не будете бегать по утрам, потому что вас пугают вот эти сроки и вот эта обязанность. До конца жизни это очень страшно. То есть надо все ограничивать сроком, чтобы получить результат. А если вы себе ставите временной ограничитель, забор вот такой, например, я буду ровно 1 месяц, прям вот ровно 30 дней бегать по утрам. Вы отбегаете этих 30 дней, потому что перед вами конец. Вы будете ждать этого 30 там, июня, 31 июля, будете ждать, и вы как будто к этому дню, когда можно уже выдохнуть и не бегать, вы будете к нему бегать, и в итоге вас это войдет в привычку. Вот, и точно так же давайте попробуем себе хотя бы назначим неделю, когда мы впитываем и слушаем чужой опыт, когда мы пытаемся фильмы, книги, какие-то развивающие умные видео с Ютуба все-таки анализировать и переносить это в свою жизнь, и прислушиваться к этому, и давайте еще позволять другим людям что-то за нас выбирать. Да? Есть же фильм такой «Всегда говори да». Давайте чаще говорить «да» чужому мнению. Это очень, я иногда так делаю, и это всегда, правда, прям спасает, когда я на кого-то полагаюсь и предлагаю кому-то за меня что-то в моей жизни выбрать. У меня есть такие люди, которым я могу легко это судьбоносное доверить. А теперь я гадаю вам на картах и отвечаю на ваши вопросы. Ой-ой-ой, а я карты-то и не взяла. Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. Андрей Макаревич великий. Я называю великими всех людей, которые помогли мне, да и вам, стать чуточку лучше. Но сегодня слова этой известной песни. Извинения мои, извинения козерогам, водолеям и рыбам, для которых пока еще нет гадание, пророчество о судьбе на июль на моем канале. Почему его нет? Бывают дни, друзья, бывают дни. Ну, а я подвожу итоги конкурса Хоку про июль, который я провела среди моих подписчиков в Инстаграме. У нас 3 полуфиналиста. Ну, а лучшее стихотворение и лучшего автора должны выбрать вы, и мы его обязательно наградим. Первое. Юлия Примс пишет. Юль, уже июль. Даже медведи проснулись, и лапы их снова в меду. А на крыльях стрекоз твое лето, в объятия его упади. Прекрасно, да? Следующее Хоку, это Ирен Дунай пишет. Клонится колос тяжелый, душа моя счастье ждет. О нем в предсказании услышу. Хоку имеет отношение к тематике моего канала. Гадание, предсказания. Я очень надеюсь, что вы услышите именно о счастье в моем гадании на июль, когда или если его дождетесь когда-нибудь. Ну и вот, наконец, мое любимое. Юлия Яцкевич написала: Мальдивов не надо, Бали подождет. Добро пожаловать в профилакторий солнечный, в духе времени. Это стихотворение, правда? Итак, я как истинная кокетка выбрала карты, которые идеально подходят к моему образу. И первый вопрос немножко в тему. Крис Виндранер пишет: Ольга, я всегда как завороженная смотрю ваши видеоролики. Не понимаю, почему золотая кнопка еще не у вас. Вы знаете, почему золотая кнопка еще не у меня? Думаю, что я могу ее довольно быстро заработать. Но мне надо немножко переключиться. Мне нужно просто каждый день снимать гадания вот с картами на столе, с такими зазывными названиями, которые изобилуют на Ютубе. Это
Что на пороге или кто на пороге? Что же еще? Какие знаки даст вам судьба? Вот такие вот. И все, каждый день, если я буду выкладывать такое видео, это всегда первое место в рейтинге, там есть внутренний рейтинг такой, это всегда просмотр, это всегда хорошие подписки и так далее. Вот я скоро очень на эту тактику перейду. Поверьте, каждый день, каждый раз даю себе слово. Все, я себя не буду снимать, никаких вопросов и ответов. Я сажусь и зарабатываю деньги, я зарабатываю золотую кнопку, просто тупо делаю, как все, раздаю счастье, знаки судьбы, что-то такое, как все, да, и зарабатываю себе 1 000 000 подписчиков. Поверьте, я когда-нибудь, может быть, завтра прямо это уже произойдет, это будет так, я не перестану маяться дурью, расставать вам здесь какие-то советы, вызывать вас к каким-то там размышлениям, какому-то опыту. Я вот буду делать вот эти вот самые примитивные гадания и заработаю золотую кнопку. Ну, давайте с завтрашнего дня. Все, не пишите больше вопросы, комментарии. Я прикрываю лавочку. Закрываю. Но всему свое время, дальше пишет Крис. Я и сама совсем недавно на вашем канале. Влюблена в атмосферу каждого выпуска. Спасибо. С жадностью поглощаю вашу мудрость, подсказки карт. Возможно, вы и карты подскажете. Вот теперь вопрос от Крис. Вы, как всегда, можете присоединяться, если у вас есть вопрос аналогичный. Вопрос такой. Стоит ли мне увольняться с текущей работы и открывать свой бизнес по пошиву предметов одежды? ПС, асцендент Скорпионе, Венера в Козероге, ретроградный Марс в Льве. Так, ну, астрологические характеристики мы здесь опустим. С одной стороны, мы вас очень поддерживаем, Крис, потому что производство – это всегда хорошо, это какая-то реальный сектор экономики, да, это все, тем более сейчас, когда важно импортозамещение, вот это все. Если речь про Россию идет, ну, может быть, не про Россию, неважно, да, вот, это с одной стороны, а с другой, это сейчас карты спросим позже, но я только все-таки свое вставлю. Мне кажется, именно производство предметов одежды, бизнес очень сложный. Я, знаете ли, дома, еще когда жила дома в Москве, на Патриарших прудах, особенно вот Малая Бронная, как идет от самого начала до конца, да, там вот в нулевые годы и потом вот позже, там года до, наверное, до 14, может быть, даже до 18, очень много открывалось магазинов авторских российских дизайнеров, да. То есть прям вот почти в каждом доме открывался очень красивый магазин с красивыми платьями, я ничего не скажу, там разнообразная вот эта одежда. Люди действительно шили и пытались продавать, и они вот как открывались там, так вот они и закрывались, понимаете, да? Это сложный бизнес, очень сложный. Очень сложно конкурировать, ну простите меня, с Алиэкспрессом, да? На котором можно выписать за совершенно смешные деньги и брендовые вещи, и что только нет. Поэтому сами смотрите. Похвально, очень похвальная инициатива, но, опять же, знаете, мне кажется, даже общепит или какая-то булочная, и то проще. Вот проще, потому что, ну вот булки его из Китая не выписывают, да, все равно будут есть местные. А одежда это все-таки очень такое, вот. А бизнес этот затратный, то есть, чтобы начать пошив одежды, надо много денег потратить, чтобы это более-менее на уровне было. Но 3 карты для вас достану. Итак, ваш бизнес по пошиву предметов одежды в настоящий момент будет ли иметь успех? 3 карты, опять же, не буду описывать, чтобы не терять время. Раз. 2. 3. Ну, карты советуют подождать. Причем, знаете, вот абсолютно прямым текстом карты вам советуют с открытием этого бизнеса подождать, потому что, во-первых, у вас нет четкого или достаточно сильного желания. Все-таки продвинуть свою мечту, любой бизнес, надо иметь желание, надо иметь вот этот огонь, топливо внутри, да, себя. Когда карты говорят, вы сейчас не очень-то этого хотите, во-первых, нет желания страстного,
Во-вторых, вы не свободны, у вас много очень вокруг вообще в жизни обстоятельств, которые вас держат по рукам и ногам, я не знаю, дети, какие-то другие обязательства, что-то такое. Вы не свободны, чтобы настолько, чтобы полностью себя этому делу посвятить. Вот. И здесь еще есть даже карта жрица, которая предлагает подумать и подождать. Подумать, подождать, послушать интуицию, послушать, может быть, опять же, других людей, изучить какой-то чужой опыт. То есть одно, отменять эту мечту, наверное, не надо. То есть провал вам карты не обещают, да, но сейчас торопиться не надо, сейчас не надо начинать, надо дождаться другого времени и очень-очень осмыслить, переосмыслить либо направление бизнеса, либо что-то вот еще. Такое, кстати, вспомнила, знаете, это очень смешно, как-то ко мне напрашивался, это какие года были, не помню, в женихи один бизнесмен из Подмосковья, уж как он оказался рядом-то, я уж не помню, да. Очень напрашивался он в женихи, чуть ли не жениться хотел, но я в ту пору уже не рассматривала для себя там это глупости этих. Так вот, у него был очень успешный бизнес в Подмосковье, очень успешный, по производству предметов одежды как раз. Я вспомнила. И знаете, что он шел? Трусы. Женские трусы. Я точно там не просила показать модель, именно какие они были, кружевные стринги цвета фуксия, или это наоборот были такие трусы-парашюты с вставной резинкой, как у нас были в детстве, в молодости. Вот, это я не знаю таких деталей, но он был богат. То есть он даже вот за то время, пока и на моих глазах находился, он там покупал какие-то квартиры на Садовом кольце и так далее. То есть он прям прилично зарабатывал на трусах. У него было несколько, это я подсказку вам просто. У него было несколько точек производственных, все в Подмосковье, далеко прям от Москвы, потому что там, естественно, дешевле и труд, и площадя. Вот. И все, и у него не было своих магазинов, он их отдавал на реализацию, тоже в Подмосковье, на рынке вот эти, где там, на картонках меряют эти трусы. Ну, куда-то, сейчас уж, может, таких нет. Опять же скажу, это нулевые года было или десятые какой-то. Вот. Вот такой вот я пример очень гиперуспешного бизнеса, но только трусы. Он больше не расширял ассортимент, он считал, что трусами можно скупить много-много недвижимости, пол Москвы, только на трусах. Далее, грустный вопрос, да, но мы все-таки, Крис, ответили, я надеюсь. Грустный вопрос. А Елена Век, или Хелена здесь написано, Век или Вик. Такой вопрос. Возместит ли моральный ущерб человек по решению суда, который в 2011 году сбил на машине моего отца? Исполнительное производство находится у пристава аж с 2012 года. Ущерб суд оценил в 250 тысяч рублей. Далее Елена написала дату рождения, но это здесь Елена, да, не принципиально. Или же отказаться. Вот опять же, знаете, как мы говорили про отношения, помните, вы же смотрели эту программу, есть сильная позиция, есть слабая. Вот вы спрашиваете, или отказаться. Ну, то есть у вас, вы считаете, это сейчас ваш выбор, да, отказаться вам от этих денег или нет? У вас выбора никакого нет, вам в них отказали. Понимаете, 10 лет длится исполнительное производство, вы не получаете этих денег, и вы сейчас спрашиваете, или отказаться. То есть вы понимаете, вы здесь, хотя речь не про любовь, но это же касается всего в нашей жизни, вы симулируете опять сильную позицию, как будто это в вашей власти. Вот взять или отказаться. Не надо, вы опять заблуждаетесь, у вас поэтому и нет этих денег, у вас опять... Поэтому у вас и это все дело не двигается, потому что вы не одупляете, вы не понимаете, что вы в слабой позиции здесь оказываетесь, да? И вы не можете отказываться, вам отказали давным-давно. Не прямым текстом, исполнительное производство длится, но никто ничего для этого не делает. Поэтому все стоит. Вы не так видите всю эту историю. Вот и все. Это был вообще-то ответ на вопрос.
Но, тем не менее, смотрим карты. Будет ли возмещение этого морального ущерба? И потом исполнительное производство не может в нашей стране длиться благополучно с 2012 года. То есть, почему вы ничего не сделали до этого? Вы должны были эту проблему разрешить в одну или в другую сторону когда-то очень давно. Ну, то есть 10 лет. Нет, это какой-то французский сценарий, по-моему, да, это во Франции или в Италии. Суды очень долгие, исполнительное производство в Америке невероятно долго, а у нас такого нет по закону. То есть, если вам за 10 лет не возместили, то, скорее всего, уже все умерли, и бумажки все эти сгорели, по которым вам должны были это все возмещать. У нас все быстрее происходит, должно происходить. Возместят ли вам этот моральный ущерб? 3 карты. Раз. Те же самые, да? 2. Почти. 3. Нет, карты говорят, что дело-то закончено. Нет. У вас тоже 4 кубков выпадает. То есть у вас нет жгучего желания. Но это и так понятно. Если было бы желание, вы бы 10 лет не ждали. Вот. И, в принципе, эта ситуация как-то, эта история как-то разрешилась. Ну, как-то разрешилась не в вашу пользу, без получения вами денег. По сути, карты говорят, что эта история закончена. Эта история закончена. Карты именно про конец. То есть, может быть, должник, правильнее так сказать, да, должник нашел какой-то другой выход из этой истории, который не включает в себя выплату этой суммы вам. Нет. Вот Наташа Беккер пишет это длинное письмо, но послушайте, потому что вы многие узнаете себя здесь, мне кажется, да? Ну, не во всем, естественно, потому что здесь есть трагическая история. Наташа вдова, я не про... Ну, сейчас вы поймете. Слушаю вас с интересом. Все очень нестандартно, по-философски подходите ко многим вопросам. Имею после этого выпуска, именно после этого выпуска решилась вам написать. Разговор о противоположных знаках зодиака. Вот это всегда притягивает, это всегда затевает. Даже если я вскользь что-то упоминаю про знаки зодиака, там совместимость, несовместимость, да, тоже какой-то путь к моей золотой кнопке. Вот буду я сидеть и рассказывать, овнам надо со львами дружить, но ни в коем случае не связываться с кем-то им нельзя. Ну, допустим, с весами не связываться. И все, вот они, 300 тысяч просмотров, вот она моя золотая кнопка. То есть это вот неиссякаемая тема. Но я, видите ли, выбираю трудные пути, да, вот не хочу популистские вот эти вот методы просто использовать. Ну вот зацепила тему, многие об этом пишут, противоположные знаки зодиака. Я считала, что наоборот, они дополняют друг друга. Мы были вместе с мужем почти 18 лет, родили 3 детей, потом его не стало, случился 12 лет назад. Все это время я сама, то есть одна по-русски, да, а вот с украинским акцентом, если с украинским немножко в мову уходить, получается, я сама, да. И чего я только не слышала за этот период, и еще время не пришло, и найди кого-то для здоровья, и быть не может, чтобы ты была сама, и не решаются подходить, боясь не дотянуться, видя, что нужны серьезные отношения. Ну, вы знаете, вот это да, давайте сейчас я тоже здесь остановлю, чтобы потом не забыть, не возвращаться. Очень многие, очень часто к вам не подходят именно потому, что видят, что у вас прям на лице написано только брак, только замуж, только после свадьбы, только после ЗАГСа все будет. Позиция, знаете, с одной стороны, ну, понятная, да, все хотят именно замуж, чтобы зарплату отдавала. Вот зачем, почему женщины хотят именно замуж, да, чтобы иметь права требования? Ведь статус жены дает не так, ну, казалось бы, много, но что-то очень важное. Права требования. Вот когда ты жена,
Все, ты можешь требовать верность, ты можешь требовать, чтобы зарплату отдавал, ты можешь требовать, чтобы мусор выносил, ты можешь требовать, чтобы он в конце концов делал тебе комплименты и там кофе на завтрак варил на 8 марта. Да? То есть статус жены – это права требования. Все остальное можно получать, да, и это можно получать. Но чаще вот все остальное можно получать в любом статусе. Подруги, любовницы, невесты, просто случайно знакомые, girlfriend там, и так далее. Все хотят замуж именно из-за прав требования. Да? Что нужны серьезные отношения. И когда вы сразу себя так позиционируете, а многим, даже молодым девочкам, я вот читаю письма, да, многим даже молодым, совсем юным девочкам кажется, что вот это правильно. С первой встречи обозначить четкую граничку. Я только замуж. Я там не какая-то, чтобы где-то с кем-то. Нет. Но тоже всем скажу, понимаете, с первой встречи, с первого взгляда ни один мужчина жениться ни на одной женщине не хочет. Нет, есть исключения, конечно. Не хочет. Они вообще не хотят жениться. Не хотят они со своей свободой расставаться. Они в брак вляпываются. То есть самые счастливые браки, они вот такие, где мужчина вляпался в брак, где он сначала, естественно, кинулся просто как самец на самку, да, развлечься, удовлетворить инстинкты, а потом, хоп, попал в капкан, да, его закрыли. И вот он же сам не понял, как сунул палец свой то ли в розетку, то ли в обручальное кольцо. Вот так вот браки происходят, счастливые. По крайней мере, окольцевать вот такого самца завидного, альфа, да, о которых все жаждут, можно только так. Они не ходят и не ищут, ой, на ком бы мне жениться-то, ой, не знаю. Это вот, которые ищут жениться, это вы сами с ними не захотите. Это все такая несостоявшаяся, несостоятельная публика, и упаси Господи от них. Настоящего дикого морала, дикого зюбра можно только в капкан ухватить. Вот. Поэтому, да, не надо на себе писать вот красной строкой. Ну, татуировку можете на лбу прям сделать, что типа только через ЗАГС, да? Вот. Про татуировки на лбу просто есть очень смешная такая история. Ну, это потом, она немного неприличная, но это потом я как-нибудь расскажу. И я не знаю, что отвечать, потому что даже претендентов не было. Я верю активно вам, что не было претендентов. Хотя знакомые мужчины, друзья мужа, мужья подруг. Не подумайте, чего дурного, а мы уже подумали, почему же нет? Мужья подруг – это самое как раз оно. Тепло ко мне относятся и удивлены этим. Сейчас, несмотря ни на что, я отношусь к этому более спокойно. Но так хочется почувствовать себя вновь счастливой в паре с мужчиной. Предстоит ли мне это? Или порадоваться, что у меня в жизни уже это было, и успокоиться? Вот. Вот. Можете присоединяться к этому вопросу. Если вам тоже хочется почувствовать себя счастливой в паре с мужчиной, предстоит ли вам это? А срок свой сам загадайте. То есть, когда вы там себе сколько положили, через 5 лет это у вас может случиться, или вы хотите прям в новом июле, на который мы с вами погадали или еще не погадали. Тут от вашего знака все, зодиак зависит. 3 карты для Наташи. Раз. Женщина. Ну, давай. Опять, что ли, женщина? Ну, Таша, я прям не знаю даже. 3. Все сложно, вы знаете, все сложно. Вот какого-то мужского портрета прям в пару вам карты пока не предлагают. Пока не предлагают. Более того, вам прям альтернативный какой-то сценарий. С одной стороны, центральная карта, да, королева кубков. То есть любовь вас какая-то ждет, сердце у вас не пустое. А с другой стороны, рядом жезлы, рядом пентакли. То есть это скорее дела и деньги. В ближайшее время, Наташа, я думаю, что
не партнерство романтическое у вас будет, но у вас будет просто хорошая, достойная жизнь. У вас появятся новые деловые интересы, возможно, бизнес или новая интересная работа, какие-то хорошие доходы, какая-то обеспеченность, может быть, крупные покупки, которые меняют жизнь, да, знаете, большие покупки и большие деньги вообще заметно меняют жизнь. Ну, а карты-то очень хорошие. Они, в общем, говорят, что вам сейчас, у вас так всего в жизни достаточно, что вам вот это счастье в паре с кем-то пока что и не нужно. А потом, когда вот это все состоится, ваш социальный рост и прирост, тогда уже и женихи не заставят себя ждать. Да? Вспоминаем Евгения Онегина. Кто там в малиновом берете? Далее. Далее. Вот есть вопрос, но очень хороший, такой добрый, но он очень похож на предыдущий. Просто я боюсь, что мы здесь будем повторяться. Может быть, мы к нему вернемся. Пока что я... Вот тоже. Екатерина Калашникова необычно пишет, необычно, хотя вопрос тоже... Вопрос почти что как у всех, но Екатерина немножко альтернативно видит реальность. Вот послушайте, что она пишет. Я в разводе, есть дети, мальчики-двойняшки 6 лет, малюсенькие совсем детки. Хочу спросить карты о будущем, выйду ли я замуж, хотя я очень люблю одиночество. Вот, почему я выбрала этот комментарий. Смотрите, выйду ли я еще раз замуж? И далее. В стык идут, в стык. Хотя я очень люблю одиночество и редко встречаю людей, с кем готова делить время. Когда вижу мужчин, я уже наперед знаю, что нас ждет, что он следующее скажет. Я бы сказала, я не вижу в них подлинного человеческого величия, достоинства. Аплодируем Екатерине. Еще против моей воли мне нумеролог предсказала, что бывший муж не отпустил, хотя столько причинил мне боли. Надеюсь, не физической, Екатерина. А кроме физической я другой боли не знаю, поэтому мы немного в тупичок с вами заходим. Иногда мне кажется, что я самая ненавистная женщина для него. А это значит, если вам до сих пор про него что-то кажется, если вы до сих пор ему какие-то эмоции приписываете, это значит, что вы его не отпустили до сих пор. Представляете? Это значит, что вы остаетесь к нему очень привязаны. Он дева. А причем про себя данное рождение... нет, написала. Ну, в общем, все понятно, да? Самая ненавистная для него, для бывшего мужа женщина, он дева, 20 сентября родился. Еще иногда, мне кажется, через время, когда вырастут дети, уйти в монастырь или уехать далеко в Мексику, стереть личную историю, как писал Кастанеда, хочется узнавать тайны мира. Я родилась 6 марта 1986 года. В общем, я ищу свой путь в подвешенном состоянии. Во-первых, ко всем рыбам здесь обращаюсь, да, ко всем рыбам. Наша автор комментария Екатерина рыба. Это очень понятно из комментария, потому что, вы знаете, да, символ знака рыба – это две рыбы обязательно, которые плывут в противоположном направлении. Они не плывут вот так вот вместе, в противоположном. В этом смысл. И вот, видите, Екатерина очень прям показывает нам вот эту вот сущность знака. Вопрос, выйду ли я замуж? И тут же рыба другая напротив говорит, я люблю одиночество, я терпеть не могу мужчин, и вообще я в монастырь хочу. Да? И они вот так вот друг мимо друга, вот эти рыбы, туда-сюда ходят. И история, вся история не двигается с места. По поводу уйти в монастырь, когда после выращенных детей, мне жутко нравится фильм. Я надеюсь, что вы тоже видели. Если не видели, посмотрите. «Поезд на Дарджилинг». Это вот один из моих любимых фильмов. Там тоже 3 брата едут разыскивать в Индию мать, которые их, они большие уже, сильно взрослые мужики. А она в Индии там миссионерством занимается.
в Дарджилинге, вот эта провинция в Индии, и они ее находят, и она вроде как им рада, ну, скрывается от них сразу же. Приготовил им завтрак и сбежал. Вот. Это вот вас ждет такая история, что вас мальчики, которым сейчас по 6 лет, потом будут где-нибудь в Дарджилинге разыскивать, потому что вы в отдаленном монастыре будете жить в Индии. Ну вот, вообще все мне очень импонирует. Вот Екатерина, все импонирует. Вот познавать тайны мира, Кастанеда, Мексика, монастырь, тоже я к этому очень-очень близка, в общем, и склоняюсь. Ну, а вопрос от Екатерины такой, собственно. А вот, кстати, полярные знаки. Екатерина – рыбы, а муж ее – дева. И мы еще удивляемся, что между ними такие сильные, неприятные чувства. О полярных знаках. Полярные знаки – это очень-очень такая тема. Итак, выйдет ли Екатерина в скором времени замуж? Раз. Женщины вам выпадают. Тут прям у меня вопросы какие-то к вам. Одни женские карты. Нет, в ближайшее время вы не выйдете замуж, Екатерина. Нет. Никаких мужчин здесь нет. С одной стороны, действительно, опять королева кубков, и для вас тоже. То есть сердце не пустое. Любовь, рыцарь Пентаклей здесь есть. Вполне возможно, это, кстати, портрет мужчины какого-то, который вас заинтересует и привлечет. Но это карты не о браке. Я даже скажу, что это не обязательно роман реальный. Это могут быть чувства без событий, без объективного наполнения. Любовь платоническая, чувства какие-то такие растянутые, может быть, во времени. Вы не будете, ну, как бы сердцем или головой одна, и это уже хорошо. Но о браке, замужестве карты совсем-совсем не говорят. Жрица здесь есть. Возможно, вы выберете пока материнство. У вас действительно, понимаете, двое мальчиков 6 лет. Не дадут вам выйти замуж. Просто не дадут. Они вам не дадут, уже не дадут. А вот по мере их взросления, я думаю, пока они вот не оперятся у вас из гнезда, не разлетятся, да, 6, ближайшие 12 лет вам трудно будет выйти замуж. Они не дадут. Они занимают полностью ваше сердце, вашу голову. Ни один мужчина не приживется просто рядом с вами, понимаете? Слишком много мужских энергий вокруг вас. Вот. Из-за этих детей. Так сказала, из-за этих детей. Дети съедают нашу личную жизнь, наш сон, нашу социализацию, нашу карьеру. Все наши мечты съедают дети, да, это не открытие. Ты либо посвящаешь себя себе и пишешь бессмертные романы или полотна, либо ты выращиваешь детей. Женщины выбирают второе, поэтому и в истории не остаются, да. Лана Свит пишет. Есть один молодой человек, с которым нас даже друзьями не назовешь. Хотелось сказать по началу письма, Лана как будто рыба тоже. Вот прям как будто вот я рыба очень ну, все должны замечать, потому что рыба это особенный знак, это такой собирательный знак, и рыбы отличаются. Я письмо на почту, когда мне письма приходят, я вот письма от рыб как-то прям по здрасте различаю, понимаете? И думаю, хотела сказать, Лана, наверное, рыба. Ну нет, она написала водолей, ну недалеко ушла, да? То есть рыба, водолей, соседние знаки очень-очень похожи. Можно даже живьем вот так в общении рыб и водолеев путать. Вот кто путает, я вот вас понимаю, потому что я тоже могу путать. Итак, есть один молодой человек, с которым нас даже друзьями не назовешь. Так, пару раз встречались на спортивных соревнованиях в общей компании, перебрасывались парой фраз и не более. Но в последнее время я постоянно про него думаю и представляю в роли своей второй половинки. Мне
Все в нем нравится, как я вас понимаю. У меня тоже есть люди, в которых мне все нравится. Вот Джонни Депп тот же. Или Майкл Джексон. Вот все, вот само совершенно, вот все мне нравится. И я хочу быть с ним. Хочу спросить у вас и у карт, есть ли у него взаимные чувства, есть ли у нас шанс быть вместе, стоит ли надеяться на шаги с его стороны, нужно ли самой как-то продвигать наше общение. Избави, Господи, вас. Надеюсь, это не то, что вам пришло сейчас в голову. И мне тоже, да, смотрите, я говорю, как продвигать общение так, как вы можете, вот так, как вам это в голову придет, точно не нужно. Есть специальная программа у меня про это. По-моему, как раз следующая после этой, после той, в которую вы написали комментарий. Следующая программа как раз как не надо. Оля Рыжова. Будете как Оля Рыжова. Все осложняет возможности. Все осложняет, что мы живем еще и в разных городах, поэтому видеться с ним нет особой возможности. Я Водолей, он Весы. Водолей и Весы хорошая пара, но это единственная хорошая новость у меня для вас, Лана. Все остальное очень зыбко. Понимаете, если вы спрашиваете, вот задаете такой вопрос, да, будет ли у нас что-то, есть ли у него чувства, будет ли он проявлять какую-то инициативу, вот про такого человека, с которым вы там 2 раза где-то виделись, это вот все равно, что я спрашиваю про Брэда Питта. Вот я сейчас сяду и начну себе гадать. Прям вот конкретно про Брэда Питта вот буду спрашивать. И вы можете так про кого угодно спросить. Про Лионеля Месси, там, ну, кто вам нравится, я не знаю, хоть Дональд Трамп, понимаете? Потому что вот этот парень, с которым вы 2 раза виделись на соревнованиях, в принципе, от вас столь же далекий человек, что и все вот эти вот живые и мертвые публичные персоны, понимаете, да? Поэтому ваш вопрос, вот он, ну, такой вот из категории. Я не отказываюсь гадать, но вы должны понимать, что вы очень далеки от реализации, от реальности, очень далеки, прям вот максимально, еще и в разных городах, понимаете, если бы вы хотя в одном городе жили, если бы у вас хотя бы математически, гипотетически какой-то был шанс, что вы случайно встретитесь в метро, да, вы вверх едете, он вниз, ваши глаза столкнулись, он побежал по эскалатору, киношная вот эта сцена, все. Но тут же и это исключено. И если он вам так нравится, если вы его даже представляете в роли своей второй половинки, пожалуйста, переезжайте, если вы знаете, в каком он городе живет. Переезжайте в его город, записывайтесь в этот его спортивный клуб, где он. Сделайте вот такие неочевидные шаги по направлению к нему. А писать ему, звать его на свидание, конечно, не нужно. Этим вы просто перечеркнете. Итак, что вас ждет в будущем с этим конкретным человеком? Конечно, лучше бы вы не писали. Ну, ладно. 1, 2. 3. Ой, следующая ваша встреча, Лана, и будущее время, ближайшее будущее время покажут вам, что ждать вам от него ничего. То есть, скорее всего, вы встретитесь еще, опять же, на каких-то спортивных соревнованиях, ну или не на спортивных соревнованиях. И вот эта ваша иллюзия, вот это все ваше ожидание просто разрушится. Или разрушит это он сам. То есть он что-то скажет, сделает, хоть и не намеренно, случайно, но сейчас пока этому человеку суждено разрушиться, этому образу суждено разрушиться в вашей голове. Видите? Башня, центральная карта выпадает. А башня – это указание на то, что нечего ждать. То есть башня разрушает ненужное, отжившее, всякие невозможные, нереалистичные и даже вредные
конструкция вашей жизни и вашей голове. Но здесь портрет мужской. Это либо другой парень появится в вашей жизни, который прежнего исключит и вычеркнет. А вот, либо это тот самый, про которого вы спрашиваете, и от него приходит, ну не лично вам, вряд ли он будет именно вам писать, но о нем приходит какое-то известие, которое лишает вас этих иллюзий, например, от каких-то там случайных новых общих друзей или из соцсетей узнаете, что он женился, например, да, или там что-то такое. Нет ресурсов у этой истории, пока нет. На ближайшее время, может быть, если больше времени пройдет, там что-то может поменяться. Дальше прекрасные комментарии, не вопрос, но комментарий, который цепляет. За живое, от меня в частности. Дорогу мне. Это имя зрителям. Тяжело жить, когда не знаешь, какой вопрос задать картам. Тяжело жить, когда не знаешь, какой вопрос задать картам. Ну что, у меня один комментарий только. Как я вас понимаю? Мне кажется, это удел людей с определенного возраста какого-то, да? Наступает какой-то возраст без спонтанности, без пространства вариантов. Мне кажется, мы сами виноваты, да? В 40, кто-то в 40, кто-то в 50 абсолютно лишает свою жизнь вот этой вариативности или спонтанности, да? А если нет спонтанности, если мы не полагаемся больше на случай, если мы не ждем какого-то вмешательства высших сил, если мы, честно говоря, уже ничего не боимся, да, то карты действительно не о чем спрашивать. Я иногда, знаете, бывает там, думаю, раскину-ка я себе карты, и вот к аналогичному выводу прихожу. Вот я сижу над картами, мне все ясно, мне слишком все ясно, понимаете? У меня бывает только иногда, знаете, я ситуативно там на деньги могу погадать себе, вот конкретно там придут деньги или нет, или купить, не купить, потратить. Вот это все, это моя фантазия про себя полностью исчерпывается. Больше убей бог не могу, не знаю, про что спрашивать. Но это старость, это косность, это ограниченность, я это прекрасно признаю. Надо как-то с этим бороться. Анна Куаз спрашивает. Мне уже почти 34 года в личной жизни. Одиночество, будет ли встреча в этом году с подходящим мужчиной? А вот скажите, я ведь отвечала уже на этот вопрос, да? Анна, я прошу прощения, если я вам уже гадала, отвечала на этот вопрос. Я могу не вспомнить. И если сейчас карты расскажут вам что-то другое, то это будет, в принципе, мне кажется, что вот прям в точности на такой же или на этот вопрос этой девушке я уже отвечала. Ну, ничего страшного, в конце концов, знаете, сколько есть народу, которые у меня гадают каждую неделю, а то и каждые 3 дня и задают одни и те же вопросы, выдавливая из карт какой-то нужный им ответ. Я иногда иду на поводу, иногда прям отказываю, по ситуации. В зависимости от того, насколько мне симпатично данное лицо. Поэтому вот так вот. Все присоединяйтесь к этому вопросу, пожалуйста, если вам тоже уже почти 34 года. Точно отвечала я на этот вопрос. Но ничего не бывает случайно. Значит, судьба 2 раза вам погадать, да? Живу в городе, где нереально в этом возрасте встретить свободного и подходящего мужчину. Надеюсь, вы понимаете, что вам нужно переезжать. Посмотрите мою программу, кстати, тоже в рубрике «Вопросы-ответы», где я говорю, как найти, как притянуть в свою жизнь подходящего мужчину, где я описываю, как надо сбросить сначала все настройки, а у вас они есть, настройки, вот это вот, где вы описываете, так, в это нереально, этого такого нет подходящего, свободного. Это настройка, которую нужно сбросить, а задавать другую. И новые уже настройки вас приведут
Ой, к тем выводам и в те места, где вы уже встретите того самого свободного и подходящего. Вот посмотрите эту программу, но пока гадание. Что-то я стала слабеть стала, да? 2 шага пройду и падаю, 2 шага пройду и падаю. Раз. Ну. 4 мечей. Знаете, не такой простой прогноз, но в принципе и неплохой. Карты не говорят нет. Здесь есть персона, здесь есть мужской персонаж, вот такой вот мужчина. Но это иерофант, все-таки это персонифицированная мужская энергия. То есть есть портрет, есть какой-то мужчина. Не пустое, свято место пусто не бывает, да, то есть мужское место, не пустое в вашей жизни. Какой-то мужчина будет рядом, хотя иерофант и относится к вам покровительственно и, возможно, даже платонически. Это скорее какой-то приятель и друг, который много в вашу жизнь привносит, много может вам посоветовать, но при этом как бы это не... Он не любовник. Между вами даже может не быть вот интимной какой-то жизни. Я вижу здесь скорее мужчину, который будет стараться для вас и будет даже способен на какие-то подвиги ради вас, но он на расстоянии, и ему трудно к вам приблизиться. Это может быть расстояние как физическое, фактическое, да, дорога, то есть он где-то далеко живет, например. А в вашем случае, если в вашем городе нет подходящих женихов, в вашем случае, ну, понятно, что все женихи где-то далеко живут, правда же? Да? Вы же только через интернет можете с кем-то познакомиться. Скорее это знакомство, да, в интернете, скорее знакомство с разлукой, с невозможностью встретиться. Но мужская фигура есть, и к этому человеку, возможно, стоит присмотреться. Может быть, потом мужчина это будет подходящего вы хотите, ну, подходящий смотря для чего. Если вот родить ребенка, как вы хотите, вот для этого он не подходит, потому что через интернет невозможно забеременеть. Я знаю, многие пробуют, но нет, это редко получается. Вот. Далекий от вас человек, либо физически, да, живет в другом месте, либо, что ничуть не легче, ментально или духовно, по какому-то статусу именно нравственному, может быть, далекий от вас человек. Это, знаете, как карты вам обещают скорее возможность встретить очень достойного и ценного, как это, духовный отец, что ли? Да? Дух. Как это называется-то? Духовный отец, вроде как. То есть это человек-то содержательный очень, но такой, это не такая история, не про брак и не про детей, тем более. Почему я выбрала вообще комментарий Анны? Потому что, женщина, ничего революционного я вам не говорю. Вслед за Эмбер Хёрд вам говорю. Для того, чтобы не надо ждать помолвочного кольца, для того, чтобы поставить в своей спальне детскую кроватку. Друзья мои, ну сейчас не 70-е годы, не Советский Союз, не даже 90-е, когда вот я рожала детей. Тогда почему-то тоже в голову мне не приходило, что можно это без мужа делать, да, как-то не было еще принято. Почему сейчас вы действительно связываете рождение ребенка со встречей мужчины обязательно? Я сейчас не буду углубляться, во многих с моих программах я к этой теме подхожу. Мой взгляд вообще абсолютно однозначно на эту тему. Не надо ждать кольца обручального, чтобы поставить в своей спальне детскую кроватку. Поверьте, наличие ребенка вашего собственного нисколько не отдалит женское счастье личное. Понимаете, если вы встретите мужчину и сможете завоевать мужчину, сможете его внушить ему любовь, он полюбит вас и вашего ребенка, и это никогда. А
такой, ну простите, козел, да, которого будет смущать наличие у вас ребенка, так он вам и не нужен. То есть, если у вас есть ребенок, это своеобразный фильтр. Это не допустит конкретно вот недостойных каких-то козлов, потребителей, равнодушных в вашу жизнь. Поэтому рожайте для себя столько способов. Можете даже ни с кем не спать. Можно искусственное оплодотворение, донорским материалом сделать. Не знаю, я бы так сделала, если бы у меня вот сейчас стоял так вопрос, я бы однозначно... Вообще в следующей жизни, конечно, вот я точно вам скажу, ни о какие браки, никакие партнерства я не буду, я бы и в этой жизни без этого обошлась. Ну, было и было, ладно. Но я себе нарожаю много детей. Только сама, конечно. Чтобы никто никаких параллельных родительских прав не заявлял. Мне нравятся взрослые дети. В конце концов, знаете, взрослый ребенок – это же еще и всегда человек, у которого можно взять деньги и не отдавать. Поняли, да, почему я хочу много детей в следующей жизни? Ну и интересный вопрос. Мисс Джулиана пишет: хочу сменить профессию. Много лет работала юристом. Сейчас профессиональное выгорание и понимаю, что эта деятельность вытягивает мою энергию. Стоит ли мне серьезно начать изучать веб-дизайн? Вот просто вслушайтесь. Какой разброс у мисс Джулиана. Просто редкий такой, колоссальный. Вы, мисс Джулиана, вы очень разносторонний человек. Я ни в коем случае не в претензии. Я вам аплодирую, потому что набор очень полярный. Смотрите, стоит ли мне серьезно начать изучать веб-дизайн, а была юриспруденция до этого, да, либо начать вкладывать деньги в разведение и продажу птиц. Представляете? Ну, такой набор. Давайте тогда по одной карте, так будет лучше, да, наверное, по одной карте вам вытащить, оставаться ли вам юристом, изучать веб-дизайн или продажей птиц все-таки заниматься. Ну, не знаю, как вы это совмещаете. Первое. Ваше будущее в юриспруденции. Очень даже нормальное. Скорее всего, вы это поприще и продолжите. Юриспруденция для вас может быть и не точка реализации, и не источник счастья, но это уютно, комфортно, и вы спокойно можете это продолжать и, в принципе, видеть какие-то удовольствия и какие-то праздники в этом занятии. Второе. Изучать веб-дизайн. Что это? Ну, просто карта перевернулась. Это карта мир. Хорошая карта мир говорит, что, в принципе, это похоже на ваше призвание. Похоже на ваше призвание. Можете гармонично в эту тему войти, можете очень-очень даже найти себя. Мир. Знаете, это такая точка гармонии. Но карта спорная. Она все-таки, ее лучше рассматривать с соседними, потому что она иногда и болезненные моменты указывает. Знаете, какие-то такие болезненные точки. Ну, пока здесь соседних нет, поэтому веб-дизайн вас, да, возможно, очень сильно осчастливит. И третье. Разведение птиц. Карта Иерофант. Кстати, тоже неплохая. Знаете, карта Иерофант. Жрец, жрица имеют отношение вот ко всему такому. Пестовать, приручать, обучать. Это же карты учителей. Поэтому, в принципе, эта карта имеет какое-то соответствие вот с заданной работой, с заданной вот этой вот профессией. И тоже не исключено. А вы не хотите совместить? Вот тоже старший аркан. Поэтому из двух вот этих новых вариантов, веб-дизайн
и разведение птиц. А вы не хотите совместить? Вы знаете, секрет успеха я тоже часто об этом вспоминаю, где-то прочитала и очень этим вдохновилась, что успешные люди, может, потому и успешные многие в том, что не выбирают. Вот мы с вами выбираем одно или другое, а успешные люди все берут и стараются все совместить. С такими картами я бы сказала, что юриспруденцию можно бросить, да, там, хотя, в принципе, вас жизнь не вынуждает ее бросать. А вот это вот веб-дизайн и разведение птиц попробуйте совместить хотя бы в начале. Потом, если станет трудно, и вы поймете, что не хватает времени и сил, вы уже будет понятно, что выбрать. Но начать попробуйте. Все-таки похоже, что у вас, правда, интерес и способности есть и к тому, и к другому. Вот такой вы редкий, содержательный человек. Я, как всегда, вас благодарю за вопросы и комментарии. Увидимся.